Если в лишний раз призадуматься, то можно заметить, что у нас очень много претензий к eFootball, и на самом деле большинство из них они более чем оправданы. Мало кто и мало по какому поводу критикует игру просто на ровном месте, просто потому что хочется выпустить пар. Не, зачастую это оправданные причины, которые так или иначе мешают нам играть, наслаждаться игрой или в целом создают плохое впечатление от данного проекта. И в принципе на всевозможных просторах сети, на этом канале мы и другие игроки это постоянно обсуждали и продолжаем обсуждать. И пока мы все с вами ждем выхода Konami из отпуска и очередное оперативное обновление, об одной из таких проблем предлагаю поговорить. В комментариях, как и всегда, буду ждать ваше мнение, и также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вы хотите приобрести монеты для eFootball Mobile или вовсе готовы аккаунты с уже имеющимися эпиками, то вам на PlayRock. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Мы неоднократно обсуждали геймплей данной игры, что где-то он хорош, где-то он плохой. Мы обсуждали сервера этой игры, которые до сих пор остаются плохими. В конце концов, мы нередко сетовали на неинтересный и просто скучный контент, который повторяется из раза в раз. И опять же, как упоминалось чуть раньше, все эти претензии, они более чем обоснованы. Они имеют право на существование. Жалко, что все эти проблемы тоже имеют право на существование. Точнее, даже не то чтобы право, они просто существуют. Но сегодня речь немного о другом, о той теме, которая редко поднимается в нашем комьюнити, редко обсуждается игроками, и в принципе оно неудивительно, учитывая, что оно затрагивает не так много людей, как в случае с предыдущими проблемами, а именно проблема free-to-play игры. Она же в свою очередь делится на еще две подпроблемки, именно free-to-playный контент и существование таких вот free-to-playных игроков. Если кто-то не понимает, о чем я веду речь, именно кто такие free-to-playные игроки, то это непосредственно пользователи, которые играют в игру без доната, то есть они не приобретают донатные паки или копят на них валюту за счет активности в игре, за счет кампаний и отдельных ивентов. И в общем-то играют карточками, которые Konami раздают на разного рода активности. Именно вот такие игроки и являются фри-то-плейными. Очевидно, что это игроки, которые скорее получают удовольствие от игры, они не преследуют конкретной цели быть лучшими из лучших, не пытаются достичь цели стать первыми в этой гребаной игре и просто, ну грубо говоря, играют пару раз вечерком после учебы-работы. И учитывая, что игра у нас действительно доступная как на всех актуальных платформах, так и на мобильных устройствах, таких игроков на самом деле немало. И учитывая, что подобные ребята живут от подарочной кампании к подарочной кампании, от пака команда недели к другому паку команда недели, в принципе я и сам так существовал долгое время в этой игре, понятно, что состав у них, ну, не самый сильный. В принципе, играбельные, возможно, с хорошими именами. Возможно, даже по совокупной силе они не будут уступать тем, кто находится в топ-100 в первом дивизионе, грубо говоря. Но все равно это не отменяет уровня игры вот таких вот фри-то-плейных игроков и соперников из первого-второго дивизиона, у которых и составы посильнее, и в целом опыта побольше. Ну и в общем-то, к чему я это все клоню? А к тому, что за последнее время, в принципе, такое и раньше случалось, но Konami это вроде как исправляли, но за последнее время особенно стало заметно, что игрокам из третьего дивизиона, да иногда и из второго дивизиона, ну, тем, которые только-только вышли во второй дивизион, обильно кидает игроков из первого дивизиона. Или игроков из второго дивизиона, которые в шаге от выхода в первый див. И, соответственно, игроки, которые существуют в третьем дивизионе, изредка выходят во второй дивизион. Казалось бы, странно это слышать, но такие игроки тоже есть. И именно этим бедолагам и попадаются киберкотлеты, которые делают на них рейтинг. Конечно, можно возразить, что если ты играешь в первом дивизионе и побеждаешь в этом же самом дивизионе соперника из третьего или из второго дива, то и очков для общего рейтинга тебе дадут намного меньше, нежели ты бы победил игрока из своего дивизиона. Но, тем не менее, это также влияет на статистику игрока из первого дива, в целом на его серию победную и, грубо говоря, в лишний раз человек набивает руку, пока игрок, который, ну, вроде как пытается насладиться игрой, пытается поиграть в свободное время, которого у него и так немного, он, по сути, тратит свое время впустую, проигрывая, возможно, по гандикапу, возможно, проигрывая по величине составов его и его соперника, и отсюда вытекает, что у игроков из третьего и из второго дивизиона иногда бывают вот буквально такие красные серии, когда на одну победу приходится там около 4-5 поражений, если не больше. И все это свидетельствует о том, что у Konami
Konami крайне странный подбор игроков в матчах дивизионов. Возможно, это зависит еще от платформы, потому что от каждой платформы увеличивается или уменьшается количество игроков, но все равно мне кажется, что такая вот тенденция, она все равно присутствует при подборе соперников. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как вы считаете, следует ли Konami поработать над матчмейкингом, или же это просто следствие небольшого количества игроков на определенных платформах? И обо всем этом и не только я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своим большим пальцем вверх. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну и приглашаю вас в наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании под этим роликом. Там мы следим за актуальными новостями и событиями в рамках eFootball. Всем спасибо за просмотр, всем удачи в матчах и до скорой встречи.